Доброе утро, ребята. Короче, есть основания полагать, что что-то в этой жизни, ребята, делаю я с вами не так. То есть, пока кто-то рассекает на вот таких вот именно Бьюиках и Маузерах, я не знаю, как они там называются. ¿Cómo se llama estos carros? ¿Qué marca? Buick. Estos son Chevrolet Ford. Chevrolet Ford? Sí. На вот таких вот Chevrolet'ах, Фордах, ребята, я рассекаю. Чтобы вы понимали, даже не на вот такой вот, я не знаю, там, тройке, шестерке. То есть немножко на бисе, да, на велосипедике. В то время, ребята, как этот велосипедик рассекает у него за поездку, за 10-15 минутную, но цепь спала раз 12. Вот. Что-то, напишите в комментариях, в какую сторону идти и чем заниматься. Что-то здесь не то. Короче, ребят, нежданно-негаданно выскочил на такую туристическую одну нычечку. Значит, центр города, Гавана. Значит, здание правительства, ребят, нынешнее. И здесь, тем не менее, единственная улица в городе, вообще в целой Гаване, которая сделана, собственно, из деревяшечки, как вы поняли. Чисто такое, на деревцо, ребята. И сделано это было, собственно, для того, чтобы жена, короче, какого-то там правителя, собственно, могла спать и почивать. Грубо говоря, в 12 дня, когда люди на лошадях с каретами сюда приезжали и делали но, да, как бы копытцами, чтобы не стучали. Специально для нее здесь было услано, как бы, да, деревцом, ребята. Выстроено, вот выстроили. Ну, посмотрите на туристов. Вот многие из вас так ходят. Приезжают, вот, гуляют, им все показывают. Не то, что я хожу, видите, то есть добываю инфу чисто именно из недр. То есть, как бы, с трудом именно, чисто достигаю ее. Вот, ребят, сейчас послушай хоть, на каком языке идет беседа. Ради интереса. Ради интереса. Сейчас вам сделаю, получается, короче, ага. Дом правительства сделаю, короче, срез. Капитан-генерал Испаньол, ребята. Понятно, ребята? 1776, что-то такое. Ну, короче, давненько, вы поняли. То есть не вчера. Опа, здесь пускайте. Надо ближе листать. Necesito pagar para entrar, ¿cómo? Sí? Ну, короче, мы не платим, мы так чисто делаем легкий, как бы, да, легкое погружение, легкое ваше погружение, ребята, в историю. То есть погрузитесь по полной и посмотрите, то есть, куда вы попали. Это, тем не менее, Христофор Колумб. Для тех, кто не знает, ознакомьтесь. Человек, который приехал в Латинскую Америку немножко. И в честь себя назвал города, улицы и все прочее, ребят. Здесь, как вы поняли, такие чисто высокие воротца, ребята, для нормальных пареньков, кто любит делать по-богатому. Ну, то есть я. То есть иногда заскакивать по-богатому, иногда по-богатому выскакивать, то есть, как бы... Иногда есть такое ощущение, как будто бы я этого полностью достоин, ребята. Не знаю, как вам это представляется, но мне представляется именно так. То есть ходить по красивеньким местам, по деревянным, как бы, поликам, вот таким вот уличным, да. И, ребята, смотреть на красивых людей через высокие ворота. Напишите мне, ребята, в комментариях, неужели я с вами этого не достоин, ребята. Мне интересно услышать ваше мнение. Напишите красавчику. Опа, сеньориты именно нарядные такие, короче, на бантах. Погоняли вы, ребята? Опа, Белла. Так, номер para la caro. Es que mi carro está un poco lejos. ¿Me muestra eso? Ah, esto es mi color favorito, mi Dios, rosado. La Barbie. ¿Y cuánto cuesta? Dios, dos. Ok, voy a pensar, hermanos. Gracias. $1, amigo. Este es el primer presidente de la República. Вот, посмотрите, ребят, мой новый друг Хорхе, он получается мулат. Короче, por como línea de padre eres blanco. Padre blanco y А теперь, ребята, внимание. Короче, по отцу получается белый, получается из Испании, а по матери получается черный из Гаити. Гаити это там возле Республика Доминикана, где я был. А это, ребята, отец всех отцов. ¿Cómo se llama? Carlos Manuel de Céspedes. Карлос Менес де Оспеде. Короче, Primer presidente y el padre de la patria. Первый президент, ребята, Кубы и тот человек, который отменил, получается, рабство на Кубе. И, получается, люди, которые были рабами черные, да, они вдруг стали как бы независимыми. 1868 год, 10 октября, считайте, там сколько там, 200 с чем-то лет, там 150. То есть до этого момента было немножко по-другому, сейчас немножко как бы вот так, ребята. И с тех пор немножко как стало вот так вот немножко как бы и идет. Ну, короче, вы поняли немного по культуре там и по истории. Советую самим продвинуться немножко, как бы на эту тему порассуждать и поразмысливать. Под деревом делаешь три прохода, кидаешь монету и загадываешь желание. Видите, люди накидывают деньжата.
Ну, ребята, это уже как бы каждому свое, потом куда деваются эти как бы деньжатки уже отсюда. ¿Y a dónde van este dinero después de esto? Después lo recogen las que trabajan acá. Ну, видите, хотя бы, да, признаются, что типа подбирают. То есть подбирают это, чтобы здесь не мусорили деньгами. Sí, sí. Ah, bueno. Подбирают ребята деньжата, то есть, чтобы просто они мусором вот так вот не валялись, то есть, их как бы немножко подбирают, видите, то есть, вот это, то, чем мы что подметают, то есть, они никому как бы так не надо, как деньги, да, то есть, как валюта. Они, ребята, только необходимы, ну, исключительно в целях, то есть, просто чтобы не мусорить, просто это все-таки, ну, защита, ребята, окружающей среды, как ни крути. Buenas. Посмотрите на картину, ребята. Я скульптурно продвигаю, я в шоке вообще. Чисто материал. А здесь посмотрите. El símbolo acá en el ojo, Ага. que son de La Habana, de cualquier tipo de deporte, es el símbolo de La Habana. Es una mujer Символ de Habana, ¿cierto? con una veleta que gira en sentido del viento, cuando sopla el viento. Ага, comprendo. Символ Гаваны, ребята, в школьной команде, короче, на везде. Будет вот эта девушка такая красивенькая, нарядненькая, вы поняли, да? Когда дует ветерок, там эта штучка крутится, делает круть-круть. Ребята, Кастильо дель Реаль Польсо. Что такое Кастильо? Ну, получается, замок. Замок Кастильо Польсо. Вот, ребята, видите? Реаль Фуэрса. Реальная сила, я вам перевожу. Музей реальной силы. То есть это вам здесь не для лохов собрались, вы меня слышите? Слышите меня? Я вам перевожу именно на русский язык. Здрасте. Да сам с собой общаюсь, скажу тут на камеру. Вот. Вы уже подумали, что я вам тут? Что вам тут какие-то замечания замечаю? Нет, сам с собой просто тихонько на камерку, вот. Вот смотрите, черепашки, видите? Как вам, полюбуйтесь. Настоящие хоть? Eso es vivo o no? No. Бывшие. Бывшие черепашки. Ниндзя. Что-то нет на них, короче, порядка, да, здесь? Ага. Хорхе тоже понимает все дела. Y esta es la giraldilla original, ¿ves? А, вот видите, ребята, это получается символ оригинальный. El símbolo de La Habana. Короче, я вам показываю оригинальные символы, а не всякие залипухи там поделки. Вот, потому что там на том месте это уже как бы немножко дубликат. Ну такие, ребята, пушки. Конечно, не такие пушки, как мой контент с моими видосами. Но тем не менее, я когда говорю, как будто бы каким-то эхом подотдают немножко. Вот мой контент больше как бы вот так вот туда, с такими вот именно чисто патриками, видите? С такими, такая пушка с такими патриками. Вот мой контент больше на такое походит, а это все так, развлекуха. Так, здесь что у нас за исполнение? Здесь вы уже, ребята, знаете, значит, рассказываю вам. Это получается Кристо голландский, то есть, чтобы вы себе не думали, что Кристо бывает только немножко в Рио-де-Жанейро. Немножко, ребята, под музычку вам. Дом-музей Хемингуэя. Тем временем. Покажу вам. Ну, такой неплохой дом. В неплохом таком, короче, гаражике он поживал, как вы видите. Ahí está con la esposa, Его жена. con Henry Flip, con Gary Cooper, Ага. en su casa. Видите, жена самокруточку крутит. Это haciendo un cigarrillo. Sí, Видите, сигарку курякнуть. y ahí en su yate, en Видите? la pesca, en Marley. Ну, чтобы вы себе ничего не думали, то есть обычные люди. Ничего как бы не чуждо, поэтому, ребята, самокруточки, пивасик на корточках, как бы, ну, рыбка там, как бы малосольненькая, то есть все нормально. Ребят, этот катедраль, получается, проводит Меса, о кому se llama? La misa. Ламиса, проводит Ламиса, я не помню, как это по-русски, короче. Вот. Здесь был Хуан какой-то, Пабло II, Хуан Пабло II. Juan Pablo II. Второй Хуан Пабло, короче, папа, получается, лично здесь присутствовал. Ну, тоже знаковое, получается, туристическое место, которое вам стоит осветить. Освещаю. Для тех, кто еще не видел. То есть, это площадь, максимально туристическое место. Люди приходят, фоткаются, то есть, вот. Немножко, как бы, архитектуры, ребята, хотите или нет, придется вам, как бы, отснимывать. Как выглядит внутри. То есть, все нюансы я соблел. Панаму снял, очки тоже, так что...
Не написывайте мне там, а то вы знаю, всегда на готове, на острие именно проучить меня. Так, ребята, ну цепь крестик у меня, слава богу, есть. Значит, двигаемся дальше. Посмотрите, ребят, ну на самом деле классно, высокие потолки, все такое старинное. ¿Cuándo era construido? ¿Fue construido? En 1510. Ага, 1510, ребята, вот так вот. La Virgen de 500 Loreto. лет, 514 лет. Virgen de Loreto, значит, Virgen de Loreto. ну как-то, девственница де Лоретто называется, получается так. Или San Cristóbal, святой, ага. patrón de La Habana, el patrón. Самое главное, получается, ребята, в Гаване. Кристобал. Христофор Колумб, чтобы вы поняли, вот так вот. Человек здесь побывал 500 лет назад. До сих пор, посмотрите, в каком респекте. Ну, скажу вам, что насчет него до сих пор как бы ходят некоторые, сейчас уже как бы, да, особенно в современное время, некоторые разногласия. Кто-то говорит, что, получается, был завоеватель, да, что много людей померло. А кто-то говорит, что принес культуру, историю, как бы, да, архитектуру, образование, медицину, университеты и прочее. Это вопрос очень философский, очень исторический. Как я на это смотрю, наверное, прямо сейчас озвучивать не буду, чтобы вы меня там не улучшали. Вот, а то вы как бы специалистики мои, как бы, да? Ну, просто вам... Ага. La patrona de México. Девственница Гвадалупы. Патрона с Мексики, ребята. Ага, ла патрона де Куба. И посмотрите, вот с Кубы патрона. Посмотрите, вот это я понимаю нарядный человек именно. Не вот этот, а вот этот, ребята. Полюбуйтесь. Muy lindo. Quiero conocer a usted. ¿Cómo se llama? Rafael. Посмотрите, какой сигар у меня на руке. Вот так вот, опа. Смотрите. Опа, ребята, с такими сигарками. Guantanamera. Видите? А паренек? La señorita, ¿cómo está? Bien. Ay, mi Dios, qué linda esta falda. ¿Qué fue ahí? ¿Sabe bailar? ¿Qué fue ahí? Ucrania. Hola, Ucrania. Cuba. Cuba Libre. Hola. Pero soy mitad ruso, mitad ucraniano. Ah, para una foto. Como haces mucho, sí, voy a escoger. Hay que ir por más Buenas tardes, señor. Buenas tardes. A ver qué pasa. Para tomar y comer, A ver, empieza. el mojito De Juan Gumé. El mojito de ¿Cómo se llama la familia? El apellido de Hemingway. de Hemingway. Sí. Ребят, посмотрите на этот аншлаг. То есть люди приходят сюда немножко катнуть хемингуэйского мохито, ребят. Все очень любят. Ну, $3 за небольшой мохитик. Вот, я, как вы поняли, не сильно алкогольный. Может, попозже катну. То есть, что бы и нет, что бы не побыть балованным в конце концов. То есть, да, ребята, жизнь одна, может себе как бы иногда не отказывать. Называется это место немножко вот так, Бодега дель Медио, да, то есть все тут. Вон моя подружание искали, как бы Наоми, вы видели у меня, да, такая была классная. В Картахене познакомился, потом искали с ней был козырный выпуск. Ну, Стинг, Роберт Де Ниро, короче, да, там туда-сюда, Хемингуэй со своей женой. Это все, ребята, говорит, откуда он так поглядывает туда-сюда. Говорит, откуда? Короче, это все такое, как бы, что говорить как бы об этих людях, когда тут был котик Максик, ребята. Учтите себя, зарубите себя на носу. Здесь были они, как бы, здесь был я тоже. Cosas de comprar cosas turísticas. Pero eso es para niños, ¿o qué? A souvenir. ¿Y estas, cómo se llama, gorras? ¿Cuánto cuesta? Estas cuestan 5 y estas cuestan 15. ¿Cuál es 15? Ah, ok, con bandeja. Ajá. Sí. Me gusta esta como verde, porque queda bien con mis ojos. Tengo un poco de como ojos azules. Ajá, a ver. Enséñale los ojos. Sí. ¿Está lista? Ok, 1, 2, 3. Pero prepara para no caer. Ok, mira. Vamos a... Ah, oh, claro. ¿Sí o no? Un gato, miau, Sí, miau. sí. No te mentiró. Entonces, ok, próxima vez cuando quiero comprar, porque yo sí tengo esta idea, y si voy a comprar, venir aquí y comprar en tu lugar. Tranquilo. Acá hay un ¿Tienes inconfundible, esposo? botellita del metro. ¿Tienes esposo? Algo así. Ah, qué pena, porque es tan linda, ¿sí? Quería conocer, salir, como bailar salsa, algo. ¿Sí?
¿La quiero invitar? ¿La quiero invitar? Pero sí, si voy a comprar, no bromiendo, voy a venir a comprar aquí. Ага, gracias. En pelo. Sí, ребят, здесь его называют, короче, собака китайская, потому что у него нет волос. Ну, как по мне, на самом деле, такой, конечно, его, ну, не знаю, такая внешность у собаки необычная. Наверное, он, конечно, устал от жизни, устал уже от всего, бедный пес. Вот, ну, ребята, есть как есть, то есть. Просто я его видел вчера, и он так, ну, очень необычно выглядел. То есть на какого-то животного напоминает, то есть не могу даже сказать на какого, там, гиену, может, какого-то дикообраза. Вот, ну, решил заснять. Хочу подлить ему водички, не знаю, будет пить или нет. Он услышал меня, попробую ему подлить. Сигуста он у нас. Ну, Кера, стаби. Заценим, ребята, рыночек. Давайте сразу с корабля на бал, чтобы вы поняли. Короче, покажу вам. Смотрите, цены, короче, делите на 300, будет вам цена в долларах, ребята. Ну, местных людей немного посмотрите, как бы, да, кто как выглядит, чтобы было представление. То, о чем я вам говорил, что. Кто внимательно смотрел и слушал, что-то может для себя услышать или увидеть, в конце концов. Вот, ребята, рыночек. Видите? Полюбуйтесь на этот рынок. Ну, продукты. Пахнет какими-то зеленью, что ли. А, вот, наверное, вот такими всякими какими-то петрушками, да, зеленью туда-сюда. Бананы. Бананы, кокосы, апельсиновый рай, ребята. Это что такое? Авокадо. Ага, это, короче, зеленый банан. Угу. Ну так, ребята, рыночек. Клубники нет, клубнику уже хочу, давно клубники не ел. Ага. Ребята, тут же возле рыночки как бы вот такое здание, написано «Отель Ракель», ребята. Запомните, «Отель Ракель». Будет, короче, отель, уже работает как отель. Вот, внутри все из мрамора. Ступенечки, полик, короче, то есть все мраморное. Ну, раз уж у нас с вами, ребята, архитектура, так, архитектура по полной. У кого-то, видите, он на 5:30 до сих пор, несмотря на то, что сейчас как бы где-то 12, тем не менее, в принципе. Так, что здесь за подъемы юбок такие? Что за проветривание? Что происходит? Не понял. Кого заманивают? Ребята, короче, пришли в музей, получается, музей старинных тачек. Хочу немного заглянуть, что там за тачки хотя бы есть. Еще не знаю, почем цена, но есть определенный интерес. Ну, ребята, вот так вот сразу. Немножко по тачечкам пролетимся. Ну, флаги, география, я думаю, что вы в советских школах учились. Вам там преподавали нормально, так что вы должны помнить. И года написаны, как вы поняли, да? Производитель Daimler. Что-то Альфа-Ромео, наверное. О, видите, здесь все написано. Так что ставьте, паузите этот видос, как бы, да, и немножко... Ох ты, на таком бы покататься, вот это было бы оригинально. Yo quiero viajar en Cuba en esto. ¿Sí? ¿Cómo te parece? Muy difícil. Difícil? Говорит, Acá сложновато. de esto no hay en la calle. Говорит, таких De нет. los años 20. Говорит, таких нет на улице. Sí, por eso yo quiero. Sí, Porque no hay. Tienen que encontrar. Посмотрите, ребят, и размер, ну, короче, мне кажется, Mercedes S-класса длиной покурит, на самом деле. ¿Y cuál es como lentitud de este carro? ¿5 metros o 6 metros? Посмотрим сейчас. Ребят, как вы поняли, тачка 30-го года. Я хочу увидеть длину. Диаметр. ¿Dónde está como lentitud de carro? Combustible, motor, tipo de carrocería, país. Ребят, короче, вот показатели тачки, ну, не написано. Ну, посмотрите, я не знаю. Не знаю даже, что, модель Лассале. Ну, короче, интересно, что за длина, потому что, ну, та длиннее и выглядит так, ну, пум, такой, короче. То есть я бы скорее на таком хотел покататься, чем на каком-нибудь Гелендвагене, да, например. Ну, такие меня не сильно, как бы, телеги прельщают. Они, видите, и постарей, но заметно отличаются, то есть заметно похоже. Ну, на такой полетать было бы нормально. Если там bien era rico, así como caminar en Havana. А, Мазерати. Ну, видите, ребята, что я вам скажу, что. То есть, как бы, губа не дура, как вы поняли. То есть, не дурная губа. Это такой какой-то катафалк, что ли, блин. На таком не очень бы я хотел. Ну. Бордовый тоже такой пойдет. Ну, тот черный, тот коричневый такой, самый злой, как по мне. Пум! Как пушка именно такая, бомба какая-то. Это такой Feria de la Flores en Colombia. Там много вот таких вот машин. Кстати, сейчас был праздник в июле, по-моему, да? Feria de las Flores, ребята. И там на таких машинках ездят. Вот немножко мой дружок Mercedes. То есть как раз получается, я же, ребята, знаете, мерседесный как бы паренек. У меня есть своя машина Mercedes. Черный C. Это какого года? Непонятно. Не написано какого года, ну, прикольно. Давайте глянем, что за Mercedes. Ну, у меня внутри пободрее, что я могу сказать. Могу вам сказать сразу.
чтобы вы не сомневались. Так что, короче, видите, бензовые колонки, всякие тачки. Дальше что? Так, еще одна Альфа Ромео. Или какой-нибудь, не знаю, что он там, Бьюик или что это. Oldsmobile, старый мобиль, старый автомобиль, короче, я вам перевожу название. Старый автомобиль. О, посмотрите. Ну такой черный тоже пойдет, как бы маленький вариантик, но такой бодрый, на таком, как бы, так, к дискотеке подъезжать. Такой, раз, сел, и обратите внимание, что передок такой поднят, смотрите, прикол. То есть ты сидишь такой, как бы, да, как, я не знаю, вам видно это или нет. Довольно богато. Довольно дорого-богато это бы все выглядело. Так, ну этот зеленый такой дружок, он поэтому здесь в углу один-одинехонек и стоит, он такой, немножко лохобританец такой, он уставший, знаете, как горбатый и сутулый немного, то есть. Он пойдет, но как бы не настолько, чтобы уделять ему столько внимания, ребят, как-то. Вот. Ну и, ребята, раз уж я уже заплатил пара пиньонсов за проход сюда, да, то есть, поэтому, ребята, гуляем на все бабки, как вы поняли. Сниму вам и мотоциклетную тематику. Обратите на нее внимание, ребят. Ну такая, похожа на мою Яву старуху немного. У меня синяя была. Как-то раз купил себе там что-то. Уже не помню, сколько оно мне все обошлось. Ну, такие какие-то агрессивные шершни именно. Ну, посмотрите, что это. Первый вариант водного моцика из этой. С полицейской академии. Как они там гачили. Не на таких случайно Кавасаках. Ay, parece que hace mucho calor aquí, ¿no? Sí, sí, sí. No. Ella tiene frío. Sí. ¿Frío? Tú, mira. Voy a ayudar. Dígale que tú tienes frío. Voy a ayudar a ustedes. ¿Sí? Sopla. Sí. Горизонталь. Горизонталь es mejor. Вот смотрите, ребят, помогаем людям делать фотки. Вот посмотрите какие. Ahí, para que salgan por lo menos. ¡Ay, qué rico! ¡Mi Dios! ¡Qué rico es aquí! Sí. No, ayuda como abrazo un poquito a su hermanito. Обними своего брата. Sí, como tu amiga, como. Sí. Que tú puedes, que él puede apoyar a ustedes como, sí, como un hombre, sí, como una montaña. Sí, exactamente. Sí, toma, muy rico. Ellos sonríen muy bien. Sí. Вот так вот, научил как фоткаться. Что вам, ребята, скажу, короче, музей тачки был вообще порядочный. То есть впечатления у меня самые добрые. То есть вообще остался на самом деле в полном восторге. И вам рекомендую. Здесь тем временем толпа как бы так и не спала. Esa fila es para dónde? Para banco? No. Ну сразу, ребята, зацепить немножко тематики, то есть очередь, как я понимаю, в магазин за какими-то припасами. Что-то хотят здесь прикупить. Сейчас мой, получается, гид подузнает, что за продукция здесь торгуется и покупается. То есть, видите, очередь, уже начинают качели, то есть люди устали на заре. То есть это тоже, ребята, надо осветить. То есть, что это как бы есть. Очередь в банк на снятие денег, очередь сейчас в этот, видите, за едой. Ну, за какой-то, за продуктами, ребята. То есть немножко это надо как бы тоже иметь в виду. Агва минераль, cerveza? Cerveza. Видите, ребята, пивасик. Короче, вся эта очередь, чтобы вы понимали, как вариант, чтобы вы не думали, что если люди с голоду пухнут, как вариант за пивасиком. Esa fila es para cerveza? Cerveza más grande. Ага. Cerveza cubana. Ребята, короче, козырный пивасик, и люди как бы в очереди. Но не знаю, правда это или нет, вы там судите сами. Просто я вам освещаю. Будучи не самым, как бы, да, глупым мальчуганом, 2 плюс 2 могу сложить, да, как бы стоит очередь людей, все друг на друга чуть ли не кидаются, а за углом стоит пиво в ящиках. То есть это может быть и за пивом. Но вполне себе допускаю, что может быть и не за пивом, а за едой, ребята. Поэтому, как оно есть на самом деле, предпочту об этом в данный момент не думать. Вот, предпочту думать о красивом, о высоком, о приятном и хорошем. Посмотрите, вот такие статуи даже ходят. Ребят, ну это Куба. Контрастовище, здесь может быть все. И даже, ребята, старая пласа, старая площадь, по которой могут ходить вот такие какие-то непонятно полуодинокие туристки или с кем-то, да, европейского характера. Где все, короче, русскоговорящие, не могу понять. Россиянки, украинки, где их тут искать? В Varadero или где? ¿Dónde está la concentración de rusos ucranianos como estas personas? ¿Dónde puedo encontrar una chica de Rusia? No, bueno, según vienen de turismo y andan por acá, pero en Varadero seguro vas a encontrar. En Varadero.
Понятно, ребят, то, о чем я говорил, что, короче, на пляже. Они их на самолетике туда привозят, получается, в Вородеро, да, и они там возле пляжа тусят. Ну, так же, в принципе, как и по венесуэльской тематике на острове Маргарита, тоже как бы там от турфирмочки, короче, прилетели, выгрузились, получается, возле этого, как он называется, возле морька, и на морьке себе ребята тусят. Ну, также, что, зная своего зрителя, то есть я знаю, как бы, ваш, как сказать, скажем так, спектр ваших интересов и тем, на которые вы любите шутить, которые вам там нравятся, там обсуждать, мусолить, смаковать, именно обсмакивать эти темы, ребята. На-на. Вот одна из ваших любимых как бы тематик. Я не знаю, что у вас там как бы в этих СНГ, Россиях, как бы, что вы там все не оставите бедного петуха в покое, как бы, да? Вот, он вам покоя не дает. Я не знаю, кто-то здесь видит петуха, кто-то видит как бы нарядную девчонку, то есть, да, такую, как бы немного лысоватую, но тем не менее, как бы, да, неплохую. То есть на каблуках она нарядная куда-то, как бы, да, именно газовала, ребята. Вот, полюбуйтесь. Но при этом всем, ребята, петух, да, как бы. Что за петушиная тема у вас там, как бы, в 2023-2024 году я, как бы, до сих пор ума не приложу, да, то есть, ребята. Петушиная тема. Вот он, всадник петуховый, да. Ребята, контрастик вот отсюда, хочу, чтобы вы себе улицезрели, да, как бы. Вот эти вот всякие 1906 и так далее, да, вот такие красивенькие здания. И тут же там начинается контраст контрастовичей. Москва, как говорят, Москва город контраста. Ну там, ребята, вполне себе как бы Куба. И вполне себе тоже город контраста, ребята. Напишите, контраст или нет. Такая, ребята, пласа. ¿Cómo se llama este lugar? Esto es una galería expoventa, pero ese mural que ves ahí atrás lo construyeron dos escultores cubanos en el 1992, Ага. que representa la flora y la fauna. Флора ла фауна. Два кубинца, ребята, сделали этот мурал в 1992 году. Flora y la fauna de Cuba. Видите? Фрукты, животные, флора и фауна кубинская. Sí. Muy bien, esta jardín, me encanta. Такой садик, ребята, отдохнуть. Y aquel es hecho de arena, mira. Ага. В чем прикол, ребята, это вот таких вот колониальных городов, как Куба, Санто-Доминго, Картахена. А, нормально тоже сударь делает. Вот это по-нашему, ребята. Вот это парень с нашего двора, я вам отвечаю. Правильно, вот там вот надо трогать. Запоминайте. В этих колониальных городах время как будто останавливается. Здесь отдыхаешь. Ребята, площадь Сан-Франциско, одноименная, да, как бы со своей церковью. Вот. Полюбуйтесь. Тут тоже как бы ходят туристы. Освещу вам плацу, да, эту площадь. И освещу немножко, что есть, чего здесь нет вообще. Так, да, немножко туристиков тоже подзаснять на этой пласе, ребята, чтобы вы знали, как она выглядит. Вот. Кто здесь залетает. В принципе, вижу, что плюс-минус одни и те же как бы туристы летают по одним и тем же, ребята, местам. Вот. Нас с вами возят. Ты можешь сразу по языку определять, кто откуда, короче. Кто, ребята, откуда прилетает. Видите, по-испански объяснять, может, студенты, или туристы из Испании. Ребят, короче, 5 бачков. Gracias, сеньор. Gracias. 5 бачков пара сеньор Хорхе. Seguro. Saludos para Ucrania. Пропаганда гратис. Заплатил своему, получается, гиду за сколько, не знаю, часика 2 мы тут вперед ходили, изучали. $5, ребят. Не знаю, сколько подзаряжают как бы гиды по различным как бы местам, там, Венесуэлам, Кубам там и прочим, русскоговорящие. Ничего вам не скажу. Вот. Мне как бы в принципе все равно, да, то есть я немножко говорю по-испански, и у меня немножко свой как бы, да, свое погружение в страну и в культуру, как это делаю я. 2 часика походил, полетал по красоте, короче, 5 бачков залескал. Окей. Sí. Tranquilo. Смотрите, с маракас. Сигары с маракасами. О, hermano, Дима, ¿a dónde vamos? Eres tan alto hoy. ¿Por qué es tan alto? ¿Qué pasó? Porque la gente me dice que soy alto, pero parece que comparablemente a ti no. ¿Por qué es tan alto? ¿Qué pasó? Ah, ok, ahora yo sé todos los secretos. Gracias. Sí. Понятно, ребят? Вот так вот. Высокенький паренек. Так, ребятушки, короче, наступил вечерок. Вот. Как вы меня знаете, я немного психованный, то есть вы меня долго там можете о чем-то просить, и можете что-то иногда как бы получать. Значит, хочу познакомить вас со своими новыми друзьями. Банда в сборе. Жека, помаши рукой моим подписчикам. Он не можешь помахать. Почему? Он занят? Ты ждешь. Вот не надо, вот не надо. Женя, потом Вот Дайни. не надо.
Вот. Элис. Белис. И полюбуйтесь, ребята. Петр Лавыгин собственной персоной на канале. Моя арабская девушка. Да, со своей арабской подругой, ребят. Как ее зовут, кстати? Абия. Абия. А, да, точно. И девушка, короче, Абия из Саудовской Аравии. В общем, в Саудовской Аравии я был как-то один раз в своей жизни. Было жарковато. Это комментарий, как бы, подписчикам что-то сказать, как-то поприветствовать их или я не знаю, как-то. Ты выбрал самое темное место в Гаване. Но сейчас вот я это уже как бы вижу, ну, да. Мы выйдем, то есть ради такого дела я тебе скажу, что как бы люди После прослушают. такого дела мы уже не выйдем. Да. Если вы сможете его перебить. То вы можете что-то услышать, да? Короче, всем привет, ребятки, мы в Гаване. Тут Прада, Хуяда, Пантеон или как, Капитолий. На 5 сантиметров выше американского Капитолия. Ага, опа. We dance here. Вот это понятно, ребята? Инфа продвинутая. Опа, видели, как водичка с окошка, короче, делается? Ну, чисто так, по-кубински. Moment, please. Это сальса у румба? This is Салли Румба. Саля румба. Muy lindo. No, why you do it? First time see this movement. Ребят, не фейк, показываю реально. Понятно? Arabian Whistle. Мальчик, мальчик, идем. Евгению, это Евгений по-русски, я вам перевожу, ребят. На русский. Все, ну. Venga ya. Qué gorda. Приходи уже. Ay, vámonos. Vamos. Видите, короче, Женя уже имел свойство Muchacho, подостать. por favor. Мы здесь тоже, видите, устраиваем концерты на ровном месте. Ага, говорит. Купи мои персики. Женя, ты где потерялся? Что случилось? А? Договорился? О чем? О всем? Все, понял. Ну, короче, раз договорились, все нормально, ребята, выдвигаемся, короче, дальше. Можно идти по-смелому именно. Смело делать. То есть вопросов не возникнет, не? Все, понял, отлично. Добро. Полюбуйтесь, ребята, Женя, кстати. Claudia, tu amiga nueva, porque necesito como enseñarte a nuestros como amigos para saber. Claudia, mucho gusto, mi nombre es Max. Вот, ребята, пока то есть шли, Женя, то есть не только как бы тут разрешение улицы как бы дал или спросил, как бы, чтобы нам выдвигаться, то есть еще и за это время, ребята, за одним как бы перекрестком тут же нарулился по дружанию, то есть, или она его нарулила, но я здесь не разбираюсь. Обоим было, в принципе. Что за тачка, двойка или четверка? Двоечка. Двоечка? Москович. Москович. Какой-то Москович. Смотрите, какой Москович, красавец. Алеко. Не Москович, Москович Олеко? Алеко. Да какой там Олега, блин. Хрен его знает. Москович Олеко, это сильно. Не, ну красавица вообще офигенная. А спереди как копейка, не, по-моему? Да, Она так и есть, что двойка, ли? это двойка. Алеко. Потому что с этого угла, ребята, ну вот зацените, вылитая копейка, да, по-моему, No, стоит? esto es un Lada Combi. Короче, Ладно. где мы еще такое Lada найдем? Combi, Lada Combi. А, комби. Только Lada на Combi. Лада комби, опознай и запомни. Так, а смотри, красный Смотри, москвич. смотри. Красный москвич, ребята. А вот так вот, короче, это место выглядит немножко вечерком. Смотрите, какой джентльмен. Раз, я через веревку, короче. Прикол вот этой девчонки, да, как вы видите, ее козырная улыбка. Видите, как она плечиком пожимает? Ее прикол в том, что она живет напротив, короче, Пети и Жени. Они ее позвали, как бы, любезным образом к себе пригласили на квартиру. Она пришла, и она оказалась абсолютно, как бы, бесхозная, как бы, да, ничейная, никому не нужная. Как я понял. Вот, то есть... Куда с ними, куда их девать? То есть, видите, у Жени уже есть подруга, как бы, Не, ну- Петя тоже, как бы, не один. Не, ну ничего Вот, с страшного, подругой. Я возьму. Не, ну я имею в виду просто как друзья, я же говорю. Что... Не, ну да. Тут же все подруга. пока друг другу только друзья, правильно? Естественно. Вот. Поэтому, видите, как Женя говорит, естественно. И, собственно, раз как бы Дэнни, да, одна одинехонька такая вся идет, как бы совсем никому не нужна, я не знаю, надо как-то, может, больше внимания уделить, попробовать. Вот. Ребята, напишите ваше мнение в комментариях, то есть как вы, как... То есть, как бы вы рассудили по такому поводу, то есть как бы мои действия, то есть что я должен дальше делать? Снимать контент, уделять внимание как бы этой девушке, которая вот так вот, видите, поглядывает как бы, да? Вот. Одна одинехонька. Или, ребята, как бы какой-то третий вариант, как бы вариант С. Mi amor, mi cielo, mi corazón. Ya sabes que estoy refiero a ti. Sí, ¿cómo sabes? Ok, me está esperando. Вот, кстати, обратите внимание, ребята, на Женю. Женя, кстати, в отличие от многих, и Петя не даст соврать, приехал в Кубу не с пустыми руками. И Петя тоже не с пустыми. И я, как вам говорил, что некоторые люди начинают понимать, как бы, да, мой спич, даже не зная языка. То есть я еще не успел сказать, как бы, да, даже по-русски. А девушка уже вам показала парфюм и только что сказала да. Я ничего не подготавливал, вот никто не даст соврать. Да? Да. Беллис. Понятно, ребята, Белли? Тем более мы легко запомним. Entonces, mi amor, yo sentí
que yo te presto con muy poco atención. Mira, como hay mucha gente. Tú como no recibes suficiente como atención de mi lado. Entonces quiero te pedir mil culpas. Y como recuperarme un poquito. Mírala a ella. Ну, estoy mirando tu реакцию como un poco. Вот, ребята, ну короче как-то так. Все, ну. Un besito para tu pecho. ¿Cómo se llama este lugar? Hombro. Ah, hombro, ok. No por pecho, pecho es demasiado cerquita del corazón. Sí. Es un poco como lejitos. Ребята, между прочим, как бы сеньор Капитолий, который на 5 сантиметров выше американского. Видите, ребята, что тут говорить, если как бы Куба немножко уделывает как бы американские Капитолии, то какие тут могут быть разговоры? Ребята, только что пропустил классную сцену. ¿Puedes expresar eso otra vez? Ay, qué rico la Habana. Qué rico la Habana. Huele. Huele con libertad. Sí. Me encanta. Говорит, ай, как богато, говорит, Гавана. Говорит, мне нравится. Huele. La Habana tiene un olor particular. Говорит, Гавана имеет запах особенный. Это правда. Sí, es verdad. Ай, qué rico huele, Гавана. Ребята, говорю вам на полном серьезе. Кстати, на самом деле у меня была сегодня идея встретиться как бы со вчерашней подружаней, потому что она реально козырная. Ну, я вам говорю на самом серьезе, то есть я ничего там не утрирую, там, ни как-то Не, нормально все, вы идите. не утрирую, ни там как это, вот она реально, короче, Не, я козырная. просто фигуру знаю. И просто здесь так, видите, нарисовалась, короче, какая-то подруга для Жени, то есть какая-то девочка, как бы, да, там Бейлис немножко как бы бесхозненькая, то есть, и я так понял, что, ну, пока так, то есть, ребята, в любом случае, как бы, есть какие-то наметки, план Б, то есть, да, и пока делаем так, то есть, пока двигаемся в этом направлении, используем, как бы, работаем с тем материалом, который есть. В общем, ребята, сегодня, как мне сказали, 50-летняя, 50-летняя, короче, анниверсарий, то есть, да, как бы, юбилей Гуантанамера, где-то празднуется, мы идем, ищем. И тем не менее вышли в какое-то закрытое место, где здесь взорвалась гостиница. Quando explotó? Ищем хоть Quando lo explotó? ¿Cuándo explotó? эксплуатор. El año pasado. Año pasado, ребята, значит, год назад, приколите. Был, короче, взрыв. Вот так вот, посмотрите. Женя, короче, оказался немножко таким, как бы, ну, не шутящим шутки, как бы, ковбоем, и привез немножко немало. Это еще ты комплимент ответил. И привез минимум 10 штучек вот таких вот парфюмов. Я был бы не против, конечно, у него немножко их подвыкупить, парочку, хотя бы штучки 2. Ну я тебе подарю, не проблема. Ну, видите? Мне подари. Опа! Смотрите. У Пети хватка такая, я скажу, короче, именно, то есть, фу, мышь не проскочит, как бы, ребята. Ну, это, как бы, да, надо иметь. Мы все будем пахнуть одинаково. Первый день сейчас все это употребим. Да, а после парфюмчика, ребята, смотрите, как походочка меняется сразу, как бы, да, у человека, как бы, осаночка, как бы, фук, попка, как бы, купальничек, все розовенькое, да, как бы. Пойдет? Бесхозная. Все, ребята, Петя дал добро, так что делаем вещи. Короче, 10 штучек, пару штучек, я думаю, подвыкупить. Женя говорит бесплатно, но вы знаете меня, что я не халявщик, то есть я, как бы, готов заплатить Да, сколько сколько надо. уже серий наснимал? 2 вот за это время, пока пойдет? Вот где-то 2 по 30 минут, да? Короче, я не знаю, как бы кто-то поймет, нет, это такие шутки как бы ниже пояса, потому что они, как бы, можно сказать, профессионального характера. То есть они будут, как бы, понятны человеку, который немножко по эту сторону экрана, как бы, находится. Вот такой социальный лифт, короче, видите? Здесь, как бы... То есть получка, как бы, ребята, немножко, как бы, да, опа, фук, запрещеночка, раз, опа, пакет пошел. Ребята, ну это Куба. То есть здесь вот такая атмосфера. Ну, видите, а девчонка по кайфу конкретно нормальных фоток все устраивает. Так, Женя, короче, укатывает по-нормальному здесь. Да не по-нормальному, блин. Я хотел нормальный ром взять, а она, блин. Гуляет. Гуляет, пацан нормально делает. Можешь не сомневаться. Занял косарь и теперь может позволить себе гулять. Но это русская душа, видите, ребята, то есть, точнее, украинская, да? Ну, короче, ладно, эту тему, блядь, оставим. Короче, без комментариев. Вот, да? Мой пупсик уже вкусненько, как бы, да, кушает шоколадочку, запивает пивком. Котик Максик укаты. Ой, какой танчик. Вы заработали, ребята, своими глазками. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Сигареточки видите, где лежат? Так, давайте, сейчас мы Даем. еще продолжаем пока покупку. У нас... Человек уже устал от этой продажи, мы ее, короче, как это что поддостали. делать? А что делать? Как говорится, а никто не обещал, что будет легко. Да, поэтому продолжаем продажу, покупку. Ну вот. Буканера. Буканера, видите, смотрите, раз. Bucanero. Си. Bucanero, porque Bucanera no existieron. Понять, дождь идет или это просто откуда-то, короче, подкапывает? Просто парит? Просто парит, как? Сперма? Спермой подкапывает, да?
Кстати, ты в курсе, что вот эта улица такая, как бы, довольно центровая? Да, конечно. Не хочешь прогуляться или на пляж? Или пойдем. Потому что, видишь, и девчонка такая выпрыгнула, вон еще какие-то идут. Ну, транкило, hermano, no necesito tocarme. Видели, выскочил сразу своими клешнями, короче, цапает. Вообще, я не знаю, как бы вообще не в тему. То есть меня цапать не надо грязными ручками. Только на педикюренные, красивенькие, как бы, ручки с пальчиками. Вот, нарядными. Только такими. Женя говорит, дождь пошел, такой мы надо, слава богу. А чё? Ну, видите? Спешите куда-то. Кто? Марафон какой-то. Planchado. Ну, последний человек работает. Вот, ребята, прогуляемся по улочке, короче, по центровой. Посмотрим, дождичек тут как бы. Кстати, вот официантка козырная, ребята. Я с ней сегодня познакомился, она у меня на сторисе есть там. Говорит, что работает допоздна. Не обманула, и правда допоздна. Просто я приходил еще потом днем, ее уже как будто не было. Может, она меня избегала, потому что я ей там прописывал, как бы, чтобы с ней встретиться вечерочком. А она мне как бы подотказывала. Я думаю, что, наверное, мой второй визит в это кафе для нее показался как бы лишним. Нет? У тебя последняя, да, сейчас или какая? Потому что я что-то себе купил тоже последнюю. Днем прошелся, так там у меня что-то даже днем тряслось. Может, какие-то надо настройки выставить? О, чтобы оно не тряслось. Ну, короче, как дробит или как называется картинка. Кроп, да, вот это? Так, здесь что-то как-то полюднело. До сих пор очередь на снятие деньги. Может, очередь и днем, и ночью, как бы, да, для того, чтобы все-таки успеть и не тратить время по дню. Люди снимают, видите, по ночи. Ну, сейчас какая ночь? 11 вечера. Но, тем не менее, как бы, очередь, да? Ну, да. Наверное, да. Наверное, те банкоматы вытрясли, остался как бы тот банкомат, в котором не вытрясли, да? То есть, и, наверное, на него немножко есть очередь. Ну, видите, как Белли делает красивенько. Пиццу покушала, тут шоколадочку. Вот, парфюмчик, короче, попшикала, да? Мой зайчик. Мой зайчик не осталось ни без внимания, ни без еды, ни без питья, ни без парфюма, ни без ничего. Ай, дождичек в Гаване. Посмотрите. Миконехо. Видите, еще одни такие тоже, как бы были нарядные, готовые, тоже ни в чем себе не отказывают. О. Опа. Ребята, срезики делаем. Третья серия, да, где-то уже идет там? Как? Третья серия. Руся. Украина. Третья серия, говорит, ребят. Ну, Бог даст не последняя, так-то я как бы наперед сильно не загадываю. Это же дело такого рода, как бы, ну главное, чтобы это. Hola, ¿cómo estás, mi amor? ¿A dónde vas tan lindo? ¿A dónde vas tan lindo? ¿Cuántos años tienes? 19. 19, ok. Caminamos, ¿cómo se llama? Cambiamos un poco de WhatsApp, ¿sí? Ah, ok. Número. Por aquí, para que no llueva, porque hay mucha lluvia, yo no quiero que moja tus cabellos lindos y bonitos. Muestra, por favor, tu WhatsApp número para que te escriba. ¿Cómo? Allí. Ok, voy a escribirte. Ok, чао. Короче, ребят, видите, говорит, там типа, короче, стояли типа погоны, типа, давай, типа, говорит, типа, не исполняй. Потихоньку мне маякнуло номером, пошла в другую сторону, чтобы качелей, короче, не было. За вот такие вот всякого рода, короче, знакомства. То есть, чтобы, типа, в знакомствах не усматривали ничего непристойного, ребята. Но, как вы поняли. Видите, отошла в кафе, меня не звала, ну, то есть, если мне надо, я могу зайти, но мне не надо. Я что надо, как бы, сделал, поэтому соизволил, ребята, как бы, ехать дальше. Ну, девчонка красивая. Вот, такая стройная, вся фигуристая, с лицом красивым. Все. Келена, свит, делисиоса, говорит. Опа, видели, как попочка вам труханула попкой. Мини-попкой в розовеньком, понятно? В моем любимом цветике, как вам подисполнили. Ну так вот, ребята. Котику Максику вот так вот сделали. Что я, короче, подостал от своей компании. Надеюсь, что как бы не сильно потерялся. Посмотрим. Мы с вами эту улицу почти прошли уже, ребята, всю, как вы видите, практически. Всю ночную движушку. Здесь еще, кстати, ребята, очень козырный парк вот этот. Такой. Тут его тоже девчонка. ¿Qué pasa? Говорит, меня не снимай. Ну, это верный знак, ребята. Если говорят, что меня не снимай,
тогда это верный знак, что, короче, что все хорошо. Вот. То есть такие сидят пальцы, сидят спиной вообще, короче, меня не снимают. То есть, вот. Ничего не снимаю. Опа, Женя, видите, как вызывает? Кто, Амиго? Видите, Женя, короче, именно тут делает вещи по-взрослому. Ола. Смотрите, раз пошли. Это, короче, блондинка уже нас, короче, обогнала. То она была в самом начале, короче, нашего, как бы, телемарафона на этой улочке. И, короче, уже успела выскочить и обогнать. Ну, значит, понятно, будем знать, где искать. Hola, amor, ¿cómo te llamas? Naomi. Naomi? Oh, como Campbell, una modelo, ¿cierto? Sí, pero ella ya está como viejita y tú eres como muy linda y joven. Sí. Вот, ребята, вот такой вот скверик. Отснимываем вечерком в самом лучшем качестве. Полюбуйтесь. Семьямо. Вот. И девчонки сказали мне, что надо, получается, застегиваться, потому что прилетит штраф. Ah, esta мне уже идет, короче, факи тыкает, она не понимает. No, estoy grabando mí mismo, ¿no? Ah, y eso me muestra como estas cosas, pero estoy grabando mí mismo. Ah, ok, sí o no. Saluda, mis seguidores. Gracias. Говорю, поздоровайся со своими подписчиками. Короче, надо сейчас, ребята, застегиваться, потому что прилетит штраф. Нежданно-негадано. ¿Y cuánto cuesta la multa si como la ropa abierta, lady? ¿Cuánto cuesta la multa si la ropa abierta? No sé. Más o menos. No sé, aquí no me den multa por eso. Диос, пелигроса. Хорошо, как прикажешь. Короче, пока идем, ребята, с распахнутой, короче, грудью. Вот, хочу вам немножко осветить. Девчат, чисто внешность. Чтобы вы видели, насколько люди, как бы, здесь разнообразно выглядят в своем, как бы, в своей внешности. Вот. Надеюсь, что, короче, сейчас не будет мне предъявы от погонов. Ух ты, ребята, дождь. Баг. Опа. Видите, ребята? Нарядные девчата побежали потом. Движуха катит, короче, конкретная по всей этой дороге. Посмотрите. Все Голливуд. Все хорошо. Ну, как вы поняли, ребята, вожу вас через всю самую ням-нямку. То есть вообще не упуская, как бы, ни малейшего. Ух ты. Это, короче, голливудские танцы. Женя не говорит, что делает по-взрослому. Это Женя, ребята. Женя в теме. Ух ты. Ай, ями, Киарико. Понятно, выбирать не приходится. То есть набирает, ребята, казино прямо по пути, короче, и не выбирая. Hola, amor, ¿cómo te llamas? Porque ya está conociendo toda la compañía. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo? Tuani. ¿Cuántos años tienes? 18. 18, ah, qué lindo. ¿Y tienes documentos? Sí. Ok, muy bien. No, no necesito más para eso, solo pregunto. Пошел дождичек. И слава богу. Понятно? Посмотрите, как Женя делает на кубе, короче, ребята. Это вам не в Россиюшке, это украинские хлопчики вот так вот заряжают здесь по-взрослому. Такая шутка ниже пояса. У меня просто большинство подписчиков с России. 60%. И я с ними строг всегда. Нет, я не строг. Посмотрите, ребят, как украинские хлопчики делают именно нормально на кубе. Вообще я хотел пиво открыть. Говорит, я с ними не строг вообще. Нет, я ж не строг с вами. Говорит, я ж не строг. Да ты вообще не строг, я тебе говорю. А где по красоте? Слышь, и это все на занятую штуку. Понял? Вообще не строг. Пролетела информация, говорит, она ребенок. Говорит, какой ребенок? 18 лет. Никто не верит. Ну-ка, смотрите, расследование документа. Опа, смотрите, что-то выясняют. Выяснение документа. Давайте, раз посмотрим, разберемся. Что за исполнение прокатилось? Говорит, ну нет, ну как нет? Давайте. Entonces, ¿qué? ¿Es documento falso? ¿Llamamos policía o qué? Говорю, зовем полицию, говорю, фейковый документ? Seguro, ¿cuántos años? ¿Cuántos años se tiene? No, yo seguro. Entonces llamamos una policía. No queremos como pasar el tiempo con una persona como falsa. No. Policía, ayuda. Ayuda, policía. No. Me voy. Ay, lluvia. Me voy, pero ¿cómo me voy? Ay. ¿Sí o no, mi amor? No, импотент. Там уже кто-то импотент случился, что? Sempre frío.
Potente. Не всех как бы именно Potente, волнует именно fuerte. Depende de... Claro, da cacaca. какой дождичек, да, в конце концов, на Кубе. Така-така-та. Caliente. Така-така-та. Кальянта. Короче, приходится... Вообще хочется Да, взять на вроде, другую да вы чё? девушку. Как? Но выбора нет. Мавродина. Она Мавродина. Короче, подружание, Жекина подружание попросила фотку с Петей. Она попросила и со мной тоже, но хочет раздельно. Она хотела все вместе, а Женя сказала раздельно. Да. А Женя приказал раздельно. Говорит, все, типа раздельно делаем. Dale, ahora con el amigo mío. Видите, теперь со мной, говорит. Короче, хер его знает. Вообще, Coge. Говорит, возьми. Ну, Коги еще по-другому переводится, я не буду переводить как, типа. Не, ну, коги. Si yo tengo que guardarme ropa. ¿Ah? Американо. Americano. Si yo tengo que arreglarme ropa primero o no. No, así, así. Я вот Ven conmigo. Короче, ребят, Петя живет с Женей на хате, получается, там 2 комнаты. Изначально планировалось жить втроем, но не получилось. Тяжело найти хату, короче, на 3 комнаты. У меня такое ощущение, что я буду жить один. Вот что. Есть мне такие положения. Вот. Хотел что-то там за $20 снять там. Вот, а Женя, короче, идет, что-то начинает со своей подругой, она ему говорит, типа, меньше пей. Он говорит, короче. А Женя такой, он категоричный, то есть он не спорит. Он говорит, короче, делаем любовь и все, и до свидос, типа, намекает ей. Она говорит, хорошо. Он говорит, только большую любовь. Я говорю, ну все, Петя, ты сегодня не поспишь, потому что Женя будет делать большую любовь. Короче, и Петя, скорее всего, от такой информации как бы не в восторге, но, ребята, что есть, то есть. Ну, вот. Хочешь, покажу его большую любовь? Слушай, ну это ты мне уже завтра как бы расскажешь, как оно было на самом деле, то есть. Просто, понял, как бы? Что? Понятно, ребята? То есть как-то так, то есть. Вот. То есть я не буду вам переводить, что там, собственно, происходит, как бы. Вот. Ну или так, видите, ребят. Суровая реальность этой жизни. То есть все вам показываю, как есть, ничего не выдумываю, как вы меня знаете. девочки в теле, вот это да. Ну, понятно? Девочки в теле, вот это да. Не включается. Посмотрите, ребят, тут, короче, Голливуд начался. Подруга Жекина уже, короче, готова делать вещи. Тут уже крем пошел, так что Жека не только подарил... Это не крем, это духи. А, это она духи так размазывает по лицу. Душисто пахнет. Это вам не сигареты. Me permite oler tu sperma, por favor. Mis piernas. Сперма? Ну не сперма, как бы, а как бы твою ногу я не... Сперма тут я несу. О, qué delicia esta chica. Короче, духлый. Ребят, Женя побеспокоился не только как бы о парфюмчиках вкусненьких для красивых девчоночек, короче, местных, но еще и шоколада. То есть, ну, многие из вас слышали, что шоколад на Кубе как бы это такая чуть ли не валюта, как бы, да? Вот, но я был готов бы что-то привезти, но у меня реально места, короче, нет. Так, Сникерс приехал. Мужские, конечно. А тебе мужики? Ты для мужиков привез духи? Прости, пожалуйста. Ты для мужиков привез духи? Если честно, нет. Кстати, хороший Какие мужик. хочешь ты мне подарить? Какие мужские? Были унисекс. Ну давай унисекс. А что, еще парфюм унисекс Не знаю, бывает? может быть, это унисекс. У Может нас в Европе модно унисекс, можно и так, и так. А, то есть, как бы Не там... примите как к сведению. То есть довольно либеральные там, да, вкусы? Вкусы и запахи. Довольно либерально. Паралоны, это парамолье. Довольно интересная подробность. Ну все, это чисто я вот. Фук, парфюм поехал. Раз. Фук. Вот у вас пивко, я у вас пивко сопру. Так, Петя тоже, смотрю, короче, говорит, да, говорит, вкусно пахнет. Смотрите, раз. Ну что, как тебе запашок? Она сказала, что хочет меня. А, уже вот так вот даже, да? Ну, посмотри. Короче, Женя в первый день раздал все свои запасы вообще, которые привез. Так, подожди, а мне будет пару парфюмов, как бы там, я слышал. Женский, пойдете? Ну, женский, конечно, я сейчас девчонке просто подарю. Да, побежит. Мне написано мое подружание, которое было вчера, да, как бы, и тут еще как бы это, как бы, ну такая тоже там это, не знаю, и домой как-то хочется, вроде я и поел, и вроде и спать охота, короче, не знаю, что делать, в общем, все такие, как бы, да. Короче, всем пора спать, мне кажется, уже, как бы, да, ночка. Есть какое-то замечание? Не, хороший запах, я